Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите канал Видоврата ТВ. И сегодня у нас выпуск на тему итоги 2025 года. То есть год завершается, 2025, и мы будем подводить свои итоги. Какие-то свои. Но не финансовые, не культурные, да, а астрологические. Потому что наша школа прежде всего проводит консультации по ведической астрологии Джотиш и делает обучающие, образовательные программы, видео, статьи, другие материалы. И проводим курсы, интернет-курсы, видеокурсы по ведической астрологии Джотиш. И год назад мы делали прогноз на 2025 год, и я просил своих помощников собрать информацию, что произошло в мире в течение года и насколько это совпадает с нашими, как их назовем, интерпретациями, предсказаниями, прогнозами. Итак, вкратце, кто хочет подробно с этим разобраться, он может потратить час своего времени и посмотреть прогноз в начале 2025 года на 2025 год. Кратко скажу, что там делались анализ, интерпретации и прогнозирование на основании разных критериев. Во-первых, это ведическая нумерология, какая цифра года, и это была цифра 9, то есть годом управлял Мангала, управлял Граха Мангала. Потом была построена карта года, карта на начало года, это, можно сказать, Прашна Кундали, или Вритти Кундали, карта события. Потом были рассмотрены транзиты Грах, глобальные, самхита транзиты для всех, через Раши, не в карте года. И использовался цикл из 60 лет, цикл Самватсара, или Самват цикл, в котором год имел свое название и свои предсказания, указания. Итак, первый пункт. По нумерологии цифра года это 9, им управляет Мангала, и это дает общую фундаментальную характеристику года. В прогнозе было написано, что год должен быть кризисным, изменяющим, то есть переломным, трансформирующим, также огненным и горячим, как Мангала. Это приводит, во-первых, к испытаниям, к вызовам, к борьбе, выживанию, и также к горению, как избавлению от лишнего, как сжечь старое ненужное, то, что можно сжигать, выжигающее лишнее. И какие были трансформационные изменения в геополитике и жизни людей? Если мы посмотрим в целом, как начали жить страны, то устаревшие подходы, технологии, отношения, они были уже неспособны, и новые удаляли старые. То есть выжигание старых, консервативных в плохом смысле этого слова подходов к энергетике. В этом году начался конец эпохи нефти. И не потому, что нефть закончилась, а потому, что есть другие технологии, способы добычи электроэнергии. Если страны, добывающие нефть, страны ОПЕК, уже не так важны, потому что нефть теряет свою важность, тогда и поменялась вес этих стран, поменялась геополитика. Что еще резко изменилось? Многие развитые страны, особенно США, начали вводить налоги, которых никогда не было. И это налог не на воздух или на воду, это налог на информационные центры, на дата-центры, на серверные фермы, на центры обработки информации, где работает искусственный интеллект или где генерируется криптовалюта. И
необходимость большой электроэнергии привела к тому, что ее стало мало, и новый подход теперь, если ты хочешь заниматься расчетами, да, вот, так называемый майнинг или обрабатывать информацию, то на это есть особый налог, который никто никогда мог представить, что вот даже на это можно вводить налоги. И это трансформирующие изменения отразятся и на других странах, хотя подобные подходы могли ввести только отдельные страны. В этом году сильно изменилась так называемая мировая торговля. То есть была глобализация, которая многим не нравилась, но она позволяла иметь товары во всем мире достаточного качества и по умеренной цене. Из-за этого слома или нарушения, уменьшения глобализации, то нарушились связи экономические и торговые между странами. Уменьшилось движение товаром, труднее стало покупать сырье для производства. Более того, даже насильно, мы знаем, президента каких стран, да, Дональд Трамп ввел так называемые торговые барьеры. Это высокие пошлины, которые называют почему-то тарифами, или ограничения на объем торговли, квоты, ограничения. И это то, о чем мы мечтали десятилетиями, да, Всемирная организация торговли, безбарьерный обмен потоков денег и потоков товара, это нарушилось. Теперь есть барьеры, и деньги между странами ходят не так свободно, как последние десятилетия, и товары тоже. Это повлияло на обмен денег в контексте капитала, то есть вложения капитала, инвестиций. И многие страны, которые жили на инвестициях и были готовы так жить дальше, не могли себе представить, что теперь не будет инвестиций или их поток сильно сократится. То есть вложение капитала в инвестиции значительно ограничены, и это такое качественное переломное изменение. Можно сказать, что есть тоже такой переломный трансформирующий переход в информационных технологиях. И если так называемый искусственный интеллект или речевые модели, да, они были доступны небольшому количеству специалистов, и не всеми ими пользовались, теперь мы пользуются широкие слои людей или человечества, населения. Как вот я помню, 20 или 30 лет назад телефон был редкостью. Но потом они стали быть у всех, и у зрелых людей в селе. Потом появились телефоны с фотоаппаратом, но они были дорогие, плохо фотографировались, это тоже было исключение. А теперь все телефоны с фотоаппаратами. Вот в этом году произошло, что все, кто пользуется телефоном, они сейчас теперь не только фотографируют, но они обращаются к языковым моделям, да, language model, которые подобны работе искусственного интеллекта. Это год изменения отношения к этим технологиям, и теперь все должны перестраиваться, то есть службы поддержки, образовательные организации, да, школы и так далее, они все должны это учитывать, как и для того, чтобы это применять и улучшить свою академическую образовательную деятельность, так и следить, чтобы те, кого они обучают использовать эти технологии, не утратили действительный процесс обучения. Далее, в прогнозе было сказано, что поскольку это год Мангалы, то это год личностей, индивидуальностей, год проявлений персон, чего-то личностного, индивидуального, и у каждой личности есть свое мнение, и будут конфликты мнений. Как это происходит в каждой семье, да, в каждом роду, сообществе, мы это трудно оценить можем. Это не так просто собрать как статистику. Но те личности, которые на виду, это руководители стран, особенно президенты, или подобные влияющие личности. Все делали от себя, от своей личности, от индивидуальности, игнорировали законы, принципы или потребности других людей, или игнорировали ценности,
сложившиеся, ну как назовем, ну, традиции, обязательства, и все делали на основании своего личного мнения. То есть так, волюнтаристское, волевое, эгоистичное решение. Это касается большинства руководителей, которые сейчас руководят и прежде всего влияющими главными странами, ну и менее важными, которые не входят вот эти крупные управляющие сегменты геополитики. В карте года была акцентирована, была выражена третья Бхава, и мы назвали ее главной сферой жизни человечества. То есть Бхава — это сфера жизни, области жизни, направление опыта. И третья Бхава — это взаимодействие, обмен, коммуникация, выражение, формулирование, там, речь, передача данных, коммуникации, связи и влияние благодаря этому. Да, то есть это все должно влиять. И в контексте тенденций года 2025 информационные сферы, такие как ну, средства массовой информации или медиахолдинги, они были влиятельны и с помощью своих возможностей пытались воздействовать на людей. Например, на покупателей для продвижения рекламы и маркетинга, на избирателей для того, чтобы привести людей к победе на выборах или каком-то другом политическом явлении. И поэтому, ну и там были информационные войны, информационные атаки, фейки, вбросы, ну фишинг, как это перевести, ну, информационное мошенничество через третью Бхаву, коммуникации, передачи информации, с попыткой ввести заблуждение и кого-то использовать. То есть кого-то использовать, кем-то манипулировать. Вот. Сами продукты третьей Бхавы, такие как вот контент, так называемый, ну, содержание, да, тексты, изображения, видео, в том числе мультфильмы, быстро создаваемые моделями, искусственными интеллектами, а также возможность мгновенного перевода, либо видео, либо видеоконференции, либо общение через там видеосвязь, Google Meet или другую, они сильно повлияли на вот эту информационную сферу, и ну, это снова изменило отношение людей к средствам обмена, средствам коммуникации и тем, как это может повлиять. То есть одна рекламная кампания информационная может привести какого-то человека к победе на выборах, или другого, наоборот, скинуть с этого первого потенциального места. Ну, более подробно я расскажу позже, но третья Бхава — это влияние через коммуникации, обмен, выражения, формы, слова, была очень проявленной, и она могла задавать тон и ну, оказывать решающее воздействие, была максимально влиятельной. Кроме того, кроме Мангалы, вторая граха по важности в прогнозе была это граха Кета. Она находилась в Лагне и в первой Бхаве, точнее сказать, и давала подобный Мангалу, но все-таки свой эффект. То есть это год должен быть скрытых, невидимых, тайных преобразований и изменений, которые будут напоминать о прошлом, или связаны с прошлым, или вернут нас в прошлое. Да, иногда в прямом, иногда в переносном смысле. Что означает возврат, откат, да, возвращение в прошлое? Допустим, какие-то идеологии политические, такие как вот национализм, фашизм, ну, ультраправые. Мы казалось, что человечество уже их пережило, и они уже не вернутся, да. Вот. А они вернулись, и ультраправые партии в том или ином выражении сейчас очень популярны и в Азии, и в Европе, и в Латинской Америке, и они распространены, их поддерживают население, ну, чаще всего это там
простое, так скажем, население, вот, которым нужны простые решения. Вот, и они стали занимать ведущие места на выборах. Вот. Кроме того, у США была такая политика изоляционизма, когда она отстраняется от всего и не выполняет свои обязательства. Вот. Она переживалась там, в середине прошлого века. Вот. Есть большая тенденция и руководителей, и людей США вернуться к этой изоляционной политике, чтобы отстраниться от всего мира и как бы заниматься только собой и ресурсы тратить только на себя. Вот. Оно ни к чему хорошему и тогда не приводило, и сейчас не приведет, но это снова вот возвращение в прошлом. Мы так уже пробовали, так не получилось, но все равно попробуем еще раз. Вот. Потом вот эти так называемые тарифные войны, на самом деле это не тарифы, а пошлины или квоты на товары, на обмен. И это тоже как бы прошлая политика, такое когда-то раньше применялось, и оно не помогло. То есть вместо того, чтобы подавало рост благосостояния, ухудшались обмены, меньше развивалось производство и торговля, и были негативные результаты от этого. Кроме того, есть возвращение в прошлом в контексте технологий. То есть это возвращение к более старым машинам, приспособлениям, аппаратам, в том числе станкам, автомобилям, технологиям производства. Вот, по разным причинам, допустим, из-за недостатка ресурсов, из-за санкций, из-за ограничения денег, выделяемых на это, из-за политических решений. То есть должна быть все время развитие, более новые технологии. Вот. А это регресс, это иногда называют деиндустриализация, когда мы возвращаемся к технологиям, которые уже были пройдены, считаются устаревшими, но у нас нет другого выбора. Это такой пример, что если, допустим, что-то произойдет и не будет работать электроэнергия, то нам придется вернуться от кофеварок к приготовлению кофе в Джезве, в Турции. И стирать будем не стиральной машиной, потому что нет электроэнергии, она без нее не работает, а каким-то другим способом. Это просто такие метафоры, это подобие аналогии. Это не то, что происходит, просто чтобы вы поняли, когда мы возвращаемся к предыдущей технологии, которая тоже рабочая, но которая кажется уже устаревшей. Далее. Шани был не в очень сильном положении в карте, и мы сделали несколько выводов, прогнозов. Один из них, что влияние Шани уменьшится. То есть Шани как структурность, разграничение, ограничение, поддержание ограничений, самоограниченность, дисциплинированность, скромность, они будут ослаблены, и потеряется дисциплина, порядок, структурность, и взаимосвязанность. Это еще взаимосвязи. Не только будха, а еще шани, это взаимодействие, взаимосвязи. Это проявляется в основном, что ухудшаются экономические, торговые, финансовые взаимосвязи как внутри большинства стран, так и между странами. То есть система теряет структурность, если сказать двумя-тремя словами. Система в целом, человечество. Вот. Нет обмена там, где он был, или он ухудшен. Нет возможности пользоваться теми налаженными связями, которые раньше были. Это приводит к замедлению роста экономики, к стагнации, а потом возможно к упаду, то есть депрессии. Кроме того, кету в первой бхаве это не только возврат к прошлому и перепроживание того, что было, и попытки попробовать то, что уже применяли, но не получилось. Кету это все скрытое. Это разведчики и шпионы, это тайные знания, это мистика, это тайные учения, теории заговоров. В контексте мистики и теории заговора это
не так легко собрать статистику и ее проанализировать, но в контексте разведки, да, шпионажа это был очень яркий год, было очень много как и раскрытий, да, то, что мы называем разведчиками, то есть открытие тайн, разоблачений, так и много было попыток шпионажа, то есть подкуп людей, кибератаки, то есть информационные атаки на серверы, на базы данных, на системы обороны, экономики, правительства многих стран, да. Это шло и с Востока, и из Азии, и из других направлений. Это скрытые угрозы и скрытые атаки, когда это происходит через интернет, через сети. Вот. Эта скрытая информация, она принадлежит Кету, и это попытка сделать что-то не явно, а незаметно. То есть вот есть явный воин, это Мангал, а есть скрытый воин, это шпион или разведчик, или кто там, ниндзя. Вот. Это попытка делать что-то неявно, не очевидно, не прямо. И это же скрытость в мнениях, действиях, например, в поведении, она есть и в психологии, это изучение поведения людей, это так называемая скрытая враждебность, да, то есть когда есть враждебность, вражда, неприязнь, но она явно не показывается, а имеет иногда даже худшие последствия, чем явная враждебность. То же самое я недавно узнал, есть даже такой термин в психологии, пассивная агрессия или пассивно-агрессивное поведение, когда на виду явно вроде бы нет ничего опасного, угрожающего, провоцирующего, но это делается исподволь, как еще сказать, хитро, скрыто. Это влияние Кету и в целом, и в карте года. Далее. Возвращение к прошлому часто приводит к тому, что используется терминология, понятия или описание из прошлого. То есть там в 70-е годы или 80-е годы прошлого века была холодная война. Сейчас говорят, что началась война, холодная война, версия 2.0. То есть повторяющиеся из прошлого ситуации, тенденции, они происходят, конечно, немного на другом этапе, на другом витке, но отражают уже существующую идею или тип взаимодействия, состояние, которое мы сейчас проживаем, снова очень похоже на прошлое, но уже в настоящее время. Эти же скрытые влияния Кету, они перешли в политику в очень глубокой степени, и раньше политика это была система управления государством, это беспокойство о национальных интересах, да? Это стратегия, дальновидность. И это должно быть явно, открыто, да? То есть политики вели свою деятельность, как предвыборную, так и потом уже управляющую, открыто. Сейчас политика стала сферой тайных отношений. Например, самый яркий пример это лоббизм, то есть это продвижение скрыто политических интересов, не открыто, а скрыто, то есть кого-то подкупают, с кем-то договариваются, чтобы продвинуть какой-то интерес, чтобы принять какой-то нужный закон, но это не афишируется, это делается скрыто, то есть это неформальные, нечистые тайные договоренности. Более того, мы знаем, что вот это вошло даже в терминологию, то есть там правитель США, да, президент говорит, что нужно не заключить договор, да, или подписать соглашение, а нужно сделать сделку, да, то есть это называется таким понятием, как deal на английском, deal, то есть сделками. То есть политика стала набором сделок и чаще всего тайных, скрытых, то есть явно говорится одно, а причины, последствия
выгодоприобретатели, вот, бенефициары, так называемые. И результаты, они скрыты, и мы их узнаем позже, и они, скорее всего, нам будут казаться более темными и негативными. То есть, так называемые закулисные договоренности. Вот. И там же много есть интриг, да, если это все тайна, сговоров. Да, в политике есть сговоры. Вот, и подкупы на самом высоком уровне. То есть теперь, я вот не помню, в какой-то европейской стране, но президент, или латиноамериканской, не, в европейской, он идет в тюрьму, потому что он был подкуплен. Другая страна ему заплатила деньги за выгодное ей политическое решение. То есть подкуп на уровне руководителя страны, на уровне президента. Вот. И в контексте войны, военной сферы деятельности человека раньше были открытые понятия. Да, вот там, в древние времена князь говорил: иду на вы. То есть все, будет бой, будет битва. Он заявлял, кого он атакует, и будьте готовы. Это было явно, чисто, честно, прозрачно, очевидно. Потом поменялось это так, что объявляет одна страна другой стране войну. То есть такая-то страна объявила войну и говорит причины, и все это чисто явно. Теперь это происходит не так, как без «иду на вы», без объявления войны, вот, происходит война. И иногда явная война, но без объявления, то есть туманная война. А иногда даже это не явная война, так называемые прокси-войны, когда некие силы, которые якобы считаются не военными силами одной страны, ведут военные действия. Либо они куплены у другой страны, либо это наемники, вот, либо это так называемые операции под чужим флагом, да, когда они прикидываются армией другой страны. То есть это темное, туманное, смутное, мутное военные действия. Иногда как бы в горячей фазе со стрельбой, убийством. Иногда это диверсии и другие попытки победить, да, нанести урон врагу, но не военными способами, а информационными, политическими, экономическими и так далее. Хорошего мало было в карте года, да, и в прогнозах было хорошего мало. Небольшой такой фрагмент хорошего. Гуру в 9-й бхаве в карте года. Это хорошее влияние и на саму 9-ю бхаву, и на бхавы 1, 3 и 5 благодаря граха дришти, то есть взгляду грахи, гуру. И мы дали несколько интерпретаций. Одна из них, что это человечество будет стремиться к справедливости. Будет поиск справедливости и изменений, реформ, которые должны быть справедливыми. И попытка восстановить справедливость там, где она нарушена. В основном это проявилось борьбы общества, да, или гражданского части социума за несправедливость, вызванная положением, да, то есть борьба с коррупцией. Да, эта борьба за справедливость, в основном она вылилась в борьбу с коррупцией, и было много коррупционных скандалов. Я думал, что их было там только в наших и соседних странах. Вот. Но потом, когда собрали статистику, это было и в Латинской Америке, Перу, Венесуэла, это было в Израиле, это было в Европе, во многих странах, в том числе в Италии, Франции, Бельгии. И в Азии во многих странах, таких как Филиппины, Бангладеш, Сирия, Йемен, Китай, было много скандалов коррупционных, то есть разоблачений на очень высоких уровнях. То есть там члены правительства или депутаты и так далее. Вот. И вот эта вот попытка поиска справедливости и ее восстановления, она приводила в основном к так называемым реакциям общества, да. То есть это демонстрации, то, что в Украине называется Майдан, где-то люди выходят на площадь. Майдан — это и есть площадь, это перевод с древнего языка. Люди выходят на площадь и заявляют о том, что справедливость нарушена, и требуют ее восстановить.
Вот, и я как бы не слежу за новостями, но когда мы собрали статистику, в течение года это было во многих странах, кроме тех, которые я сказал, там, где была эта борьба с коррупцией, была просто борьба за справедливость. Например, в Кении там люди считали, что их государство использует ресурсы страны нечестно, несправедливо. Вот. Ну, в Грузии мы знаем причину, да, возмущения общества. Вот, поэтому стремление восстановить справедливость, оно было во многих странах, но как бы обстоятельства жизни, текущая ситуация не очень помогает это осуществить. Далее, и не хорошее, и не плохое, просто нейтральное, это Раху и в 7-й Бхаве в карте года, и в 11-м Раше в глобальных транзитах, то есть Самхита Гачарья. Это в основном дает активность движения в будущее, мы назвали это инновационные результаты, то есть наука будет стремиться найти какие-то новые решения, новые технологии, новые открытия. И это еще видение будущего, мы называем это визионерство, когда люди предвидят путь. Да? Вот. И тут информацию трудно собрать, потому что нужно быть как бы глубоким специалистом в науке, но есть информация, не знаю, насколько она реальная, что есть так называемая биопечать, и с помощью этой технологии биопечати было создано человеческое сердце, которое совместимо биологически с человеком. У нас нет много времени подробно это разбираться с этим, но это очень большой, это прорыв, да, то есть вот создается искусственный орган, который биологически совместим, и это сердце. Вот, и те, кто занимаются наукой, математикой, технологиями и IT-технологиями, сказали, что был прорыв в квантовых вычислениях и достигли нового пика производительности. Это тоже такой качественный скачок, то есть прорыв в квантовых вычислениях. Так называемые квантовые компьютеры к нам сильно приблизились, и если эта технология заработает, тогда и так уже высокая производительность вычислений будет значительно больше. Вот. То, что год находится под влиянием прежде всего Мангалы, а во-вторых Кету, это дает ему трансформационность и опасность, да, это необходимость выживать. Вот. И в этом году нужно было быть всем нам готовыми к выживанию, мы это порекомендовали. Вот. Также дали в совет быть готовым к испытаниям, неожиданным событиям, и то и дает, оба дают это, и Мангала, и Кету, но по-разному. Мангала это явные испытания и угрозы, а Кету это неявные испытания, опасности, угрозы и так далее. Но это и то нас испытывает, и то опасно для нас, несчастьями, травмами, опасно. И Мангала, и Кету опасны, но каждый по-своему. Вот. И многие боролись за выживание, не только люди, нации, сообщества. Государственные и политические системы боролись за выживание. Вот этот вот шатдаун в Америке, это фактически когда закрылась, остановилась государственная система и не работала. В Украине и в многих других странах это было выживание государственной политической системы, когда она была на краю гибели, когда она могла просто остановиться, коллапсировать, так сказать, по разным причинам. Из-за решения одного человека, да, одной личности, одного эгоиста, одной персоны, индивидуальности, или из-за внешних обстоятельств, когда страна попала в такие реальные, объективные обстоятельства. Вот. И мы сказали, что когда Сурья будет проходить 8-й Раши Врищика, это будет самый сложный для выживания месяц года, да, солнечный месяц. Вот. И самые большие вот эти вот кризисы, штормы их можно назвать, они произошли в ноябре. Вот.
Особенно это было явно заметно в Украине, то есть был такой сильный шторм, кризис, который подставил как бы под вопрос выживания государства, экономики, политической системы и страны в целом. Шукра и Шани в шестой Пхаве, там было много интерпретаций и вытекающих из этого советов, рекомендаций. Ну, в основном это ограничение телесного опыта, такого как комфорт, потребление, приятный опыт, да, наслаждение, и необходимость самоограничения, сдержанности, дисциплины, упорядоченности, отказа от лишнего, от излишеств всяких, да, поддержание сдержанности, скромности, аскетизма, самоограничения. Тут только можно обратиться к анализам экономистов. Наш уважаемый Игорь Владимирович сказал, что год был тяжелый, ситуация предвещает застой и стагнацию, и ресурсов не хватает у всех сфер экономики во многих странах, да, в большинстве. Это приводит к ограниченности ресурсов у компаний и, как следствие, там, у экономики, у людей, у производства. И это год начала дефицита. То есть то, что казалось, что будет всегда, да, всегда будет электричество, вода, еда, что там, то, что дает нам возможность решить первые, первичные, базовые потребности. Теперь где-то нет воды, да, по природным или по военным причинам, где-то нет электроэнергии, тоже по экономическим, либо по военным причинам. Кроме того, год был жарким, то есть это была высокая температура, мало дождей, это еще добавило вот это вот ограничение в ресурсах, да. Климатически был неблагоприятный год, из-за этого нехватка воды была еще больше. Вот то же самое с отоплением. Где-то стало меньше газа, где-то он стал дороже, где-то он вообще исчез по причине повреждения газоводов. Но люди теперь понимают, что то, что нам казалось, что будет всегда, да, пришел, включил свет, открыл кран, включил какой-то электроприбор, поел, да. То есть это как бы само разумеющиеся ресурсы, они могут уменьшиться, а у кого-то даже исчезнуть. Вот, это тяжелый телесный опыт, да, телу от этого страшно, оно боится не выжить, не поесть, не попить, замерзнуть, вот, и для тела это испытание, поэтому, мой вам совет, как всегда, да, будьте сдержанны, экономны, берегите воду, выключайте электроприборы, вот, потребляйте скромно, сдержанно, разумно, рационально. Хорошо. И когда эти результаты дали искусственному интеллекту, так называемой речевой модели, она нашла, что большая часть прогноза совпадает, но есть три самых главных противоречия, несоответствия. И я их зачитаю и прокомментирую. Если вы делаете годовые прогнозы, то учтите это, чтобы ваш прогноз стал еще более точным. Значит, первое противоречие. В прогнозе было написано, что Шани, будучи в ослабленном состоянии, уменьшит свои качества, то есть мы назвали это, он будет несобранным, расконцентрированным, из-за этого он ослабеет и ослабеет все его качества, то есть настойчивость, упорство, терпение, сдержанность, скромность, внимательность, наблюдательность, дисциплинированность и так далее. И искусственный интеллект говорит, что наоборот, в этом 2025 году было очень много кибервойн, в виде кибератак, информационных вбросов, были финансовые войны,
Вот, очень развилась разведка и шпионаж, и поэтому это требовало максимальной дисциплины, структурированности, ну, осторожности, усидчивости. На практике был рост внимания человечества к кибербезопасности, охране, в том числе информационной охране, ну и вообще охране даже границ. То есть у многих стран себе начали строить усиленные границы, усиливать свои границы. Вот, и поэтому тут был увиден противоречие, что мы прогнозировали, что ослабится дисциплинированность, структурность, ограниченность, защищенность, она на самом деле усилилась. Но тут мы понимаем так, что внимание было к этому направлено, но на самом деле границы более прочными не стали. Защита от кибератак и других проникновений не улучшилась. Вот это так называемая security, безопасность. Да, этому уделяется больше внимания, больше времени, ресурсов, больше денег, но мы не стали более защищенными в контексте, что ну, под охраной Шани, да. Поэтому внимание к то, что называют на английском security, это безопасность, охрана, защита там периметра, защита стен, да, защита информации. Вот. Этому уделялось очень много внимания, но тем не менее было много проникновений и через границу, и в информационные системы, и кража информации, и так называемые сливы, переписки, разговоров, там, документов. То есть Шани не помог все это защитить, и он был, ну, по нашему мнению, ослабленным. Кроме того, ну, нам трудно оценить среднюю дисциплинированность всех людей, но вот это вот переход за границы, традиционные, консервативные, информационные, компьютерные, там, культурные и даже государственные, он был очень ну, как бы преобладающим, и люди пытались проникать. То есть, проникать за границы. И Шани не очень смог их остановить. Тех, кто проникает, нарушителей. Второе. Противоречие в отношении знаний указано в горах Айгуру. В прогнозе было написано, что знания станут простыми, практичными и утилитарными. Насколько я помню, там был гуру во втором раше Вришабха. Мы говорим, что это земной раши, это практичность, утилитарность, ну, что-то земное, житейское, да? Модель увидела несоответствие в том, что было очень много научных прорывов в течение года. И привела два примера. Это биопечать органов человека и прорыв в квантовых вычислениях. Ну, во-первых, это не отменяет практичности этого, да. Вот. Во-вторых, самих вот этих последствий науки еще нет. То есть пока мы еще не пользуемся массово биоорганами и квантовыми вычислениями. А чем мы пользуемся? Мы начали пользоваться искусственным интеллектом, и он применяется очень утилитарно, очень примитивно. Ну, прямолинейно и в лоб. То есть, допустим, чтобы за меня искать информацию, чтобы за меня решить математическую задачу или другую задачу, да, чтобы генерировать за меня развлекательный контент, чтобы делать мультфильмы. То есть, ну, кто-то прогнозирует с помощью искусственного интеллекта цены на какие-то товары, акции, ресурсы, валюты, криптовалюты или другие активы, чтобы на этом заработать деньги. Это тоже это не ради исследования, да, это ради практичности. И просто, да, то есть это не обязательно примитивно, это может быть просто как бы, ну просто, да, банально в хорошем смысле этого слова. Вот, то есть люди стали больше залипать в гаджеты, там, в планшеты, в телефоны. Вот, и это высокое применение расчетов искусственного интеллекта. Нет, это простое. Вот. И, ну, конечно,
тут можем перейти в сферу политики, но когда люди начинают нести знания и на этом основывают свои политические лозунги, то в основном это примитивные лозунги, которые мы называем популизмом. То есть преобладают простые решения или имитация простых решений, предложение, как его назовем, выборщика, да, кандидата: я дам вам простые решения, я вам дам все, да, я все вам дам, дам деньги, там, здравоохранение, образование, все будет хорошо, я все вам дам. И вот это вот простые как бы знания, они в политике привели к популизму. Вот. Что в сфере науки нужно быть ученым, чтобы это понимать глубоко, и по чтению научных отчетов это трудно проанализировать. И третье противоречие: в прогнозе было написано, что будет улучшение общественных отношений и рост благополучия. Это не из-за того, что гуру находится в 9-й бхаве, а из-за того, что это был самват год Вишвавасу, и он описывает благополучный год. И модель увидела такое противоречие, что хотя был род благосостояния материального, тем не менее в обществе есть высокая поляризация, да, и мы понимаем, что такое поляризация: это там левые против правых, богатые против бедных, белые против темных, да, там плоскоземельщики против круглоземельщиков, вакцинаторы против антивакцинаторов, то есть высокая поляризация, да, там националисты против популистов, Вири против Тори против вигов, да, республиканцы против демократов, и это раздваивает в основном пополам, то есть поляризует общество. Любую проблему возьмем, там, автомобили на евро-номерах, половина за, половина против, и общество раскололось. Да? Какой-то артист или политик, блогер что-то сделал, половина за, половина против, поляризация. Вот. Да, это есть, но это не ухудшение, это скорее всего качественное изменение отношений. То есть люди стали более огненными, личностными, монголичными. Вот. Это приводит к сложностям, конфликтам, но это просто как бы доводит до экстремума. Что такое экстремум? Это крайнее значение. То есть это не может быть да, а может быть нет. Это или так, или не так. Я за или против. То есть иногда эта ясность нужна. Вот нужно быть либо беременной, либо не беременной. И там нет черного и белого, даже двух оттенков серого нет. А иногда возможны нюансы, детали, подробности, полутона. И где-то полутона есть. И вот Мангал, не так как Кету, он приводит все до дуальности. Так или не так? Он прав или не прав? Но он частично прав. Нет, все он не прав и все. Вот, поэтому эти отношения действительно являются очень дуальными. Это расслоение общества по любой теме, за что ни возьми. Вот. Но трудно собрать глобальную статистику по человечеству, но было очень много все-таки положительных изменений в отношениях. Конечно, для этого нужны были какие-то негативности, да, там, катастрофа, всеобщее землетрясение национальное, да, война или что там, ураган. Вот, тогда люди сплачивались, была взаимопомощь, и даже есть такая прославянская или славянская поговорка, что большая беда сплачивает, а большая беда очень сплачивает. Да, в беде иногда люди сплачивались, вот, это проявлялось и в взаимопомощи, и в волонтерстве, и в благотворительности. Вот. Кроме того, была положительная гражданская позиция, про которую я сказал. Вот. Она противоречит указанию года в цикле Самват, но она основана на положении гуру в 9-й бхаве в момент начала этого года. И люди пытались искать все-таки справедливости. Кроме того, есть рост так называемой этнической и национальной самоидентификации. То есть люди хотят знать свои корни, свои традиции, свой язык, свою культуру там, и все остальное свое. И это тоже положительное, да, что люди ценны тем, что у них разные национальности, культуры, языки, пища, да, как назовем, кулинария, да. Ненормально приехать в Индию и есть
Макдональдсе ту еду, которую едят в другой стране. То есть в каждой стране должна быть своя кухня, своя культура, свой язык, свои танцы, песни, все свое. Этим люди ценны. Культурным обменом. Не мультикультурностью, а обменом традиционных культур. Вот. Ну и далее это такая уже сфера культурных ценностей, в которой нужно быть специалистом, культурологом. Я им не являюсь. И последнее, у людей возникло так называемое цифровое или информационное благополучие. И это ввели понятие политологи или социологи, и в психологии оно есть. То человеку нужно иметь еще доступ к информации, и это одна из его базовых потребностей. Да? То есть что там было у Юнга? Еда, тепло, выживание, секс. Сейчас добавился смартфон и Wi-Fi. И это входит в базовые потребности. С одной стороны это шутка, но с другой стороны во многих странах и в странах бывшего Советского Союза, и в странах Европы, и в так называемых развивающихся странах, и в развитых странах проводились исследования и ввели специальный показатель, на английском называется Digital Happiness Index. Показатель цифрового счастья. Цифрового имеется в виду не в контексте цифр, а информационного, компьютерного, вычислительного. И человеку теперь для счастья нужен смартфон с Wi-Fi. И смартфоны дешевеют, улучшаются, Wi-Fi расширяется, и поэтому у людей возникло так называемое цифровое благополучие. Они стали себя лучше чувствовать, потому что теперь в больших местах работает телефон с Wi-Fi. Поэтому, если сделать опрос, люди могут сказать, что мы начали жить лучше, да, потому что я купил себе новый, планшет или компьютер, он работает быстрее, как это было у Жванецкого. Они купили цветной телевизор. Они что, стали жить лучше? Нет, они стали смотреть лучше. Например, смотреть лучше картинку. Но жить от этого лучше не стали, философски, по большому счету. И это подтверждал Жванецкий. Но если человек оценивает себя объективно, да, сколько у меня цветов, стало больше цветов, значит я стал лучше жить. Тогда это может давать так называемое благополучие, частное, субъектное, субъективное, индивидуальное, личное, персональное, на основании каких-то количественных объектных показателей, которые опыт не меняют, но интеллектом логически оценивают. Хорошо, на этом будем завершать. Еще пару слов. Так называемая работа над ошибками, да, или разбор полетов, выводы и итоги. Если вы используете Джотиш, нужно всегда знать, что более влияет, что менее влияет, что приоритетное, что вторичное, что задает главную суть, ответ, смысл, а что является просто дополнением, комментированием, окраской, оттенением, фоном, свитой, да? И поэтому, если вы карту рождения анализируете, и вам задали какой-то вопрос, найдите один самый главный ключ для ответа на этот вопрос. И воспользуйтесь этим ключом, чтобы найти одну главную суть в ответе. То есть, да или нет. Завтра или послезавтра. Делать или не делать. Жениться, разводиться. Покупать, продавать. Спорт или культура. И потом, когда вы с помощью одного главного ключа, это чаще всего будет критерий в карте рождения, вы найдете главный принцип, закон, по которому вы имеете ответ, и этот ответ сформулируете, только потом уже додавайте дополнительные влияния. А какой там дришти, то есть взгляд, а кто управляет этой пхавой, да, а что от него в триконах находится. А если аргалы к этой пхаве, да, а может быть там какая-то йога, и очень важная, влияющая, а может быть у этой пхавы есть арудха, да, а может быть у этой грахи есть кто-то другой носитель. И все это добавляя, вы не должны отменить первое, то, что вы решили в самом начале. То
То есть если решение правильно принято, нужно потом его прокомментировать, расширить, оформить, оттенить, приукрасить, но его не поменять. Вот. Если вы этот принцип понимаете, то есть самое важное отличать главное от менее главного. Это главный совет в Джотише. И теперь, если мы анализируем карту рождения, нам нужно найти, что влияет больше. Вот, это должна быть какая-то граха. Вот. В завершающемся 2025 году это было прежде всего Мангала и потом Кету. А дополнительные карта года, транзиты Грах, год в 60-летнем цикле Самватсара или Самват. Это должно быть дополнительным. Вот. И мы, конечно, не сказали ни помощникам, которые текст составлял, ни искусственному интеллекту, что здесь самое главное. Но если взять что-то второстепенное, оно будет противоречить главному, и тогда второстепенное нужно заретушировать, уменьшить его интенсивность. Или даже вообще проигнорировать, компенсировать и изменить. Поэтому готовимся к следующему 2026 году. Кто еще не сделал прогноз, сделайте прогноз на 2026 год. И когда вы будете делать, расставьте все по приоритетам, по порядку в хорошем смысле этого слова. Что самое главное? Граха, управляющая года. Как мы ее найдем? По карте года, по нумерологии или каким-то другим способом? Или как указано в книге Брихат Самхита, да? Там сказано, что если год начинается в какой-то день недели, то этим месяцем, этим днем недели, этим часом и этим годом управляет некая граха. Вот. И нужно знать, какая из этих грах самая главная, приоритетная, основная. Таким образом, детали нас не отвлекут от сути. Подробности не искажать существенное, главное. Именно поэтому говорят, что дьявол, или черт, или бес, он в деталях. С помощью деталей он может нас запутать, затуманить, отвлечь, увлечь от главного, от сути, от самого приоритетного и важного. Держитесь за это, и все будет так, как будет. Напоминаю просьбу своих организаторов этому видео поставить лайк, то есть нравится, написать ему в комментарии либо согласие, либо возражение. Вот, и поделиться им с теми, кто его поймет и оценит. Моя просьба, я напоминаю, вы можете написать вопрос как тему следующего видео. И на этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели канал Видоврата ТВ.